Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я предлагаю доказать при помощи исследований настоящих ученых, что этруски это русские. Вот, например, что пишет Тадеуш Воланский. Разве в Италии, Индии и Персии, даже в Египте нет славянских памятников? Разве древние книги Зороастра, развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парсаграда, Персеполиса, покрытые клинописью, не содержат надписей, понятных славянам? Мы, славяне, можем довести это исследование до конца, только в том случае, если дети и внуки наши захотят по нашим следам пойти. То есть мы уже были в Индии, в Персии, в Египте, подтверждали его исследования, многих других честных ученых. Теперь предлагаю отправиться в Италию и найти это подтверждение, что это русские, обычные славяне. А это нужно нам, потому что страна, забывшая свою культуру, историю, традиции национальных героев, обречена на вымирание. Это прекрасно знал и говорил Лев Толстой. Друзья, как вы знаете, я давно сотрудничаю с Синтезит. Сейчас у них очень серьезная распродажа. Скидка до 40% на всю продукцию перед праздником 8 марта. Но акция очень короткая, только до 10 числа. Поэтому, кто не пробовал, рекомендую воспользоваться возможностью, так как такие акции у них очень редко происходят. Кто не знает, Синтезит – это биодобавка на основе железа с очень большой эффективностью. Препарат способствует улучшению кровообращения, увеличению энергии и общего самочувствия. Эффекты подтверждены как исследованиями, так и отзывами. Это снижение холестерина и возрастных ферментов АЛТ, АСТ, повышение активности, которая работает на клеточном уровне, улучшение реологии крови, микроциркуляции и ее разжижения, помощь сердечно-сосудистой системе, нормализация железа в крови. У них более 500 видеоотзывов на канале и порядка 10 серьезных исследований. Всем рекомендую их почитать, так как, возможно, найдете для себя очень полезные свойства. Все ссылки в описании под видео. Так что же нам говорит официальная наука про этрусков? Древняя цивилизация, населявшая в первом тысячелетии до нашей эры северо-запад Апеннинского полуострова, древнюю область Этрурию, современную Тоскану, между реками Арно и Тибром, и создавшая развитую культуру, внимание, предшествующую римской, и оказавшая на нее большое влияние. То есть вам все уши прожужжали про римлян, про греков, но забыли сказать, что все они стали более развитыми и такими, которых вы знаете их в истории, только после того, как начали взаимодействовать с предыдущими высокоразвитыми славянскими культурами. То есть, если мы говорим про Италию, это этруски, а по факту те же греки взаимодействовали с пелазгами. Ну, как мы дальше увидим, пелазги жили в том числе и в Италии. То есть, те же венеты, скорее всего, и были пелазгами. Древние римляне заимствовали от русских строительную технологию, бои гладиаторов, гонки на колесницах, погребальные обряды, письменность и все много-много другое. То есть так называемая развитая римская цивилизация появилась только благодаря этрускам. И, мягко говоря, по-научному они переняли, ну а по-народному просто украли. Потому что сами ничего подобного не имели. Откуда же взялись эти этруски? Как утверждает Геродот, этруски выходцы из Лидии, области в Малой Азии. Тирены или терсены вынуждены покинуть родину из-за катастрофического неурожая и голода. Это одно из мнений. По мнению Геродота, это произошло практически одновременно с Троянской войной. Но Геланик с острова Лесбоса упоминает предание о пелазгах, которые прибыли в Италию и стали именоваться тиренами. Ну, то, что я и говорил. То есть этруски, пелазги. В это время рухнула Микенская цивилизация, пала империя хеттов. То есть датировка тиренов это примерно 13 веком до нашей эры или чуть-чуть поздним временем. Но это напрямую связано с мифом о бегстве из Трои легендарного Энея. Опять же, откуда он бежал? Из Трои, опять же, это Лидия. То есть все это науке известно прекрасно. Есть парочка этих версий, но все они говорят об одном и том же. Кто, например, тот же самый Эней, то есть в древнегреческой мифологии герой Троянской войны из царского рода Дарданов. А в древнеримской легендарный предок основателя Рима Ромула и Рема, то есть он, который привел спасшихся троянцев из разрушенной Трои в Италию. Но он не простой товарищ, согласно легендам, он сын богини любви Венеры. То есть скитания Энея легли в основу эпической поэмы Вергилия Энеида, которая она рассказывала, как преопределено было происхождение Рима, как прославляли Октавиана Августа,
и его божественного приемного отца Гая Юлия Цезаря. То есть культ Энея относится к одному из древнейших на территории современной Италии. В Древнем Риме он особо был популярен среди патрийцев, считавшихся потомками энеатов, спутников Энея, прибывшим из Трои. То есть перед вами легендарный путь этот Энея, товарища этого, с его как бы населением. И как они попали туда, где в итоге основали его потомки Рим. То есть все известно ли это официальной науке? Да, известно, все прекрасно известно. Но даже недавние наши ученые подтверждали, что все эти фракийские племена это обычные славяне. Чертков Александр Дмитриевич, археолог, историк, он собиратель огромного количества книг, он же президент Московского общества истории древности российских. Что же он пишет в 19 веке? Фракийские племена: мизы, долены, инеты, галичане, витяне, бреги, дарданы, македоняне, паны, попелы и другие. То есть энеты потомки Энея. Кто они такие? Они, фраки, занимали теплейшую, плодороднейшую страну. Но пелазги были предки, прародители фраков. Ибо везде, где жили первоначально пелазги, в поздние времена упоминаются фраки. Пелазги — древнейшее из названий фракийских племен. И известно, что название пелазгов никогда не было именем собственного этого народа. Это греки их так называли из-за возможности переходить из одной страны в другую. По-гречески это значит лебедь, который часто меняет, птица, меняющая часто место своего пребывания. Пелазги, как известно, населяли Грецию и Италию. Ну, соответственно, это те же, в том числе и этруски. А фракийские племена, вначале ограничившие течением Дуная, потом перешагнули его, основались в Даке, водворились на Карпатах, но уже, внимание, под собственным именем славян. Они заняли Балтийское поморье и населяли наше громадное отечество до самой Америки. То есть те же легендарные рюрики будут тоже из этих племен, что мы найдем и дальше. Об этом, в принципе, рассказывал и Ломоносов. Он рассказывал, что население Трои — это вообще-то славяне, давал этому подтверждение и рассказывал, что троянцы переселились в Италию, и как бы они там и основали эту высокоразвитую культуру. То есть это есть в ссылках в конце видео, перейдите, посмотрите. Но самое интересное, что как бы сегодняшние генетические исследования это подтверждают. Обратите внимание, это всего лишь одна гаплогруппа R1A. Как она распространялась? Большая красная стрелочка показывает, что первые найденные остатки это примерно 24 тысячи лет назад Сибирь. Но нас интересует вторая красная стрелочка, которая показывает, что с территории русской равнины примерно 4500 лет назад пришли так называемые фракийские племена. Они же с территории современной примерно Румынии, Болгарии переселились в так называемую территорию современной Турции, то есть это троянцы так называемые. И опять же, примерно в те же сроки, примерно 3200 лет назад, переселяется вот от зеленой стрелочки на синенькую, то есть в Италию. То есть все это генетики доказали. Но, внимание, древнейшие маркеры в Сибири, в районе Байкала, это очень важно сейчас будет. А все это население попало с русской равнины как раз, им было названо фракийскими племенами. Они же троянцы, они же население Крита, они же переселенцы в Италию, а уже из Италии они были вынуждены отступать в Германию под как бы давлением этих римских воинственных племен. То же самое мы видим в Энеиде. Когда Эней гостил у прорицателя Гелена, тот посоветовал им искать пещеру Сивиллы, женщины глубокой древности, которая могла предсказать будущее, и дать полезный совет троянцам, какие им должны быть их дальнейшие шаги. То есть Троя пала, что делать неизвестно, идут к прорицателям, а она говорит: давай спустимся в загробный мир к твоему отцу Анхису, который недавно погиб, и он тебе расскажет, куда переселяться. И они туда идут, и Анхис ему рассказывает про души всех его неродившихся потомков, вплоть до Октавиана Августа, то есть основателя Римской империи. И, соответственно, как ему попасть в Италию, и где там основать свои города. Ну, самое интересное, чем нам этот Эней интересен, вот эти мифы. Там полностью представлено строение полой земли. То есть идет, опускаемся вниз, переходим какую-то реку, там пекло налево, а тех, кто идет по правой стороне, попадает в рай. Рай — это Елисейские поля, Элизиум. В итоге это стал Эдем, по-славянски это Ирис сад, то есть райские кущи, вечное лето, живут души
тех, кто совершил правые поступки, потом, когда они возвращаются в наш мир, испевают из реки Леты, как бы забывают все прошлое и идут как бы получать новый опыт. Ну, о чем это говорит? Это говорит, что перед нами полностью славянская мифология и устройство пола Земли, что мы много раз рассматривали в предыдущих видео. Это очень важно, потому что перед вами определенная зверюга. Я не буду называть эту зверюгу, потому что если вы меня понимаете, вы сами напишите в комментариях, кто это такой. Потому что данный настенный рисунок был обнаружен в 2003 году. В окрестностях Сертана, Италия. Сама гробница датируется 5 веком до нашей эры. В ней находятся хорошо сохранившиеся рисунки из этрусской мифологии, посвященные загробному миру. То есть эта зверюга присутствует на многих образцах керамики из Орвиета, одного из важнейших центров этрусской цивилизации. То есть перед нами те культурные основы, которые нам прекрасно известны и сегодня. То есть верования этрусков. А откуда они взялись-то изначально? Помните, я вам говорил, обратите внимание на Сибирь. Так вот, в Сибири найдена в районе Байкала малтинская культура. Там найдена эта малтинская пластина, основа сибирской календарной системы. Самая древняя и самая точная на Земле. Не ищите про нее в школьных учебниках, вам про это не расскажут. Потому что иначе бы тогда Сибирь стала бы первой по высокоразвитости по отношению ко всем другим цивилизациям. Потому что перед нами астрономия, астрология, математика, моделирование. И вот эти 3 головы этой зверюги, а фактически это 3 луны, которые горят ночью. О чем я рассказывал в предыдущих видео. Датировка 23-21 тысяча лет. А справа перед нами Фесский диск. И вот сердцевина. То есть жители Крита, Трои и этруски Рима плюс Сибирь связаны напрямую. Прошли многие тысячи лет, многие километры, но культура одна и та же. Вот же о чем речь. Плюс нам говорят, что, между прочим, вот эти находки малтинской культуры очень похожи на находки, которые найдены в Костенках. А им, на минуточку, 42 тысячи лет. Причем до нашей эры. Но вот перед вами фигурка славянской богини Макоши. И там буквы, символы, то есть письменность. О, тогда такого ж не может быть. И это всего-то 44 тысячи лет назад. Но изначальная письменность, это и есть черты и резы. Плюс наблюдение за звездами, их положение и интерпретация, что я показывал в предыдущих видео. Плюс вот она, эта руна, засеянное поле. Зачем я это говорю? Потому что было обнаружено венчанское письмо. Оно полностью соответствует этрусскому и в значительной мере финикийскому письму, от которого произошли остальные поздние виды европейского ближневосточного письма. То есть высокоразвитая цивилизация, лежащая в основе всех так называемых высокоразвитых цивилизаций Ближнего Востока, греческая, римская, славянская. Об этом подтверждает профессор Пешич, который сделал революционный переворот в исторической науке путем доказательства, что античные цивилизации Древней Греции, Рима предшествовала развитая прославянская цивилизация, которая относится минимум к 5-4 тысячелетию до нашей эры. То есть греки и римляне просто переняли это высокое искусство. Но сторонниками родства этрусского языка с догреческим языком Крита, минойским или пелазгическим, то есть в настоящее время является эцимерский и факетти из Италии. Почему я вам это показываю? Я вам показываю красная стрелочка этрусское, рассенское письмо, латинское и венчанское. То есть фактически сначала идет венчанское, потом этрусское, а потом уже латиняне переделали это под свое понимание. Но изначально мы это видели на тех артефактах, которым десятки тысяч лет. И это все уже было, там символы одинаковые примерно. И носители это славяне, то же самое, что говорили, вот этот лидийский алфавит, он те же 26 символов, что и у этрусков, он тоже все это повторяет. Плюс найдены, например, эти надписи в храме Артемиды. А ничего, что Артемида это просто луна, а ее брат это солнце, и родом они из Гипербореи, страны вечного лета. Ничего не напоминает, это и есть ирисат славянский. Причем у нас есть свидетельства самих этрусков, которые вот эти скрижали из Перги, то есть это город такой, 3 золотые пластины, 520 год до нашей эры, с надписями на этрусском, финикийском языках. Для лучшего понимания. Вот морская лавка, убежище рассенов. Этруски пишут себе как о славянах и как о рассенах. Рассены было самоназвание этрусков.
А свой народ или страну они называли райс, раса, раса. Раса это белый чистый для тех, кто не знает. Поэтому, соответственно, все совпадает. И опять же приводится понимание, что этрусское письмо удивительно совпадает с балканским письменностью Винчи, плюс пелазгов и венетов. О, какая неожиданность! Как же такое могло получиться? А все очень просто, это родственные народы. Притом, каждая обезьяна или существо, деградировавшее до уровня удобрения для обезьян, знает, что все славянские легенды придумали сегодня утром. Раньше их не было. Но когда мы пускаемся в исторические поиски, то когда я говорю, что рассеяны – это один из славянских родов, а второй род светорусы, а это, скорее всего, есть эти пелазги, и жили они всегда рядом, то мы это же самое находим подтверждение в глубокой древности. Оказывается, все есть. Все в наличии, просто историчные мужи этого либо не видят, либо записывают на другие народы. Вот и весь секрет. Но в чем еще секрет? Оказывается, у этрусков небо делилось на 16 частей. О чудо, почему же это так? А потому что 16 энергонов крови у белого человека. Плюс и сегодня у славян небо делится на 16 чертогов. И все, кто видели мое видео про славянский древнейший календарь, либо делали у меня гороскоп, тоже видят эти чертоги, как они применяемы и сегодня, потому что славяне используют эту систему и сегодня. А чудо, простое понимание древних артефактов. Плюс, о чудо, славянские часы это тоже 16 часов и 144 части. И справа как раз изначальные куранты с башни Кремля, они тоже имели изначально 16-17 часов. Да, там свое объяснение, ну там учитываются типа только дневные часы, вот поэтому там их 16-17. Да, но система одна и та же. И потом их заменили стандартными типа европейскими на 12. Ну изначально-то они были на 16. Да, можно 16, 17, все зависит от движения все-таки планеты, но сам факт остается фактом. Кремлевские куранты недавно были обычные славянские. То же самое, как бы, может нам это показалось, но это показалось не только нам. В книге французского историка 18 века Пьера Ливека «Российская история» есть интересная версия. Автор пишет, что славяне вышли из России и Польши, или, говоря языком древних, из Скифии. Далее латынь, как язык древних римлян, произошел от языка древнеславянского. Ведь Италию, по мнению, основали перекочевавшие древние славяне. Вот это чудо. Язык их, имевший источник общий с языком древних обитателей Латинии, или лучше сказать, что древние латины обязаны языку славянскому первыми началами своего языка. Ты убеждаешься в том, что древности славян есть неоценимо для того, чтобы она превосходит всякую известную древность. 18 век. И он не один такой. Начало 19 века. Француз Хагера. Наблюдение о поразительном сходстве между языком русских и языком римлян. В 1818 в типографии Королевского венгерского университета вышла эта книга. Саларыча «Римляне славянских черт». Авторы оспаривали официальное утверждение о неграмотности славянских народов и считали, что предки славян жили на Балканах, в Италии, в других регионах Средиземного и Эгейского моря. Ну так оно и есть. И всю высокоразвитость так называемых финикийцев, греков, римлян они получили исключительно от славян. Вот и весь секрет. То же самое доказал Александр Фомич Вельтман, который в 19 веке написал книгу «Индогерманы» или «Сайвань». Да-да, так называемые индоевропейцы современного времени – это искажение от слова «славян». Давайте его почитаем. Собственно, сабинами, савинами или савлинами римляне называли одно обширнейшее племя. Но это же религиозное прозвище было общим для других племен, подразделяющихся на Марсе, Пелигне, Херсине, Вестине, Опине, Люкане и прочее. То есть самнитами или по-гречески саунитами назывался знаменитый род савинских племен. То есть, например, Херкини прозвучало свое имя от, что по-славянски значит горный. Страбон называет савин древнейшим народом туземным. В числе доказательства древности их происхождения, говорит он, можно упомянуть о мужестве и других добродетелях, отличающих и по сие время. То это примерно 216 лет до Рождества Христова. Рим не имел понятия о богатстве до покорения Савин. Катун упоминает, что общее название Савин происходит от имени их божества Сабус, Савус, Слава. Богиня Слава, из мира славы.
Сроднившись с савинами и желая устроить гражданство, римляне призвали законника из Савин, Нуму, который основал в Риме храм Весты, матери земли, которую нетрудно узнать в Ассуду Индии, всепитающую мать земли, и дал 12 таблиц законов, то есть составляющих основу 12 книг законов Ману. То есть римляне все получали от славян. Что в Савинах Италии должно признать Сайвана в Индии, опять же, это видно из названия их божества, их самоназвания. То есть, получается, все это доказано давным-давно. Ну, почитайте подробно, мы читали эту книгу, есть ссылки, есть все в интернете. Вслед за вытеснением из Италии, не покорившихся Риму славянских племен, исчезли и этруски. Они удалились в Альпы, когда римляне проникли в Альпы, там встретили уже ретевцев или рецев, райцев. Эти рецы по Плинию были потомки этрусков, но по преданию известны были там под другим именем – Рассань, Туричи. Однако у римлян славилось ретейское вино, ретейское оружие, ретейские песни. Эти ретейцы являются в истории как единоплеменники нарийцев, панонийцев и далмат. В Альпах на всем пространстве Рети раси жители носят название Таурусы, Тауруни. Там река Тур и область Турусим, изменяющаяся также Турген, Тугурум. О Савинах Италии и времени переселения их в Альпы произведем слаба Нибиру. Когда Рим, выдвинувшись из границ Лации, Савины из всех народов Италии были самые обширнейшие и сильнейшие. Упоминается, что пелигни одного происхождения с иллирийцем, а Овидий, родом Пелигни, говорит, что они наследство воинское от предков своих Савин, то есть те же пелазги, это те же славяне, просто рассеяны это карие глаза, а славяне это святорусы, голубые глаза. Савинские или славянские племена, обитавшие в селах, покорили бы всю Италию, если бы они составляли между собой что-нибудь целое, но они в противоположность Риму не заботились о преобладании, сосредоточении своих сил. Войны против Савин составляют главнейшую часть древнейших летописей, но они совершенно прекращаются в 306 году от основания Рима, то есть за 447 лет до Рождества Христова, что явно свидетельствует об изгнании их из Италии. Но вот заключение ученого-историка. Где этот юг Италии, в котором были скрыты эти славяне, савильяне, сохранявшие свою независимость от Рима? Разумеется, на севере, в Альпах. А за Альпами, куда удалились эти этруски, то есть южные расы, где Цезарь спустя 400 лет после выхода Савин из Италии не заботился узнать прежних хозяев в лицо, не по имени. Он шел уже не исследовать их происхождение, а покорять, или лучше сказать, пожирать народов и превращать их в римлян. Ну, то, что вы видите, кстати, и сегодня. Сперва все, что жило на север от движущихся вперед границ Рима, называлось безразлично Галли. Покорив, собственно, галлов и видя, что по всему Рейну и за Рейном живут какие-то бесчисленные народы, родственные друг друга, римляне назвали их Германи, а наконец допустили и собственных названия, произносившее и писавшее по-гречески, а по-римски и гальски сокращенно Суеви, точно так же, как впоследствии, также форма сократилась до Славини или Слави, то есть славяни. Но это еще не все. Если ретейцы перешли из Италии, из-за Альпы, из Апеннинских гор, перебрались к Дунаю, из-за Дуная, то какую им, собственно, цель нарушать связь древней истории Европы со средней и новой, чтобы не признать в них Сайванах Германии, потомков Сайван Италии, которые всем племенам вместо того, чтобы прийти в тупик на юг, идут на север за горы, являются на новоселье почти там же под собственными именами славян. Но это еще не все. Владельный царственный род Индии, избираемый из верховного охранного сословия Рассан, вел свое происхождение по посвящению от Ара, Арея, Марса или Хара, Вишну, бога победы. Потом он назывался Ария. На тех же условиях царственный род славян был русский, юрьевский, по иному наречию туровский род. Тур это бык. То есть отсюда поклонение тому же Туру, а это всего лишь бог Велес. Отсюда тот же Велес, например, в Англии. Но, внимание, верховную Горецкую область этого рода в Италии составляла Турения, собственно, Этрурия. По переходу в Альпу область русскую, Юрьевская, был по латине произнесен Рауририкская. Здесь есть уделы область Савинская и Тревирская.
по переходе в Германию, Горецкую, Юрьевскую область, составляли Турение, потом Магналисы, Великий Град или Рецы, и вообще Великокняжая Русь, сосредоточенная впоследствии в Руга, Рюген, Руян остров тот, из которого без сомнения и призваны в Новгород на крещение Рудни, Рюрик, Сунав и Трувор. По общему обычаю славян призываем на княжение членов царственного великокняжеского юрского рода. То есть, как мы видим, никаких скандинавов. Это выходцы из Ругина, Руяна, обычные славянские племена, которые боролись за контроль торгового пути из Варяг в реки Дунай-Рейн. Вот и вся загадка этой истории. Причем это нам подтверждает никто иной, как Иван Грозный. Есть письма, в которых он обращается к второе послание шведскому королю Юхану III. И что же он здесь пишет? Первое, ты пишешь имя свое впереди нашего, это неприлично. Ибо нам брат Цезарь Римский и другие великие государи. А тебе невозможно называться им братом, ибо шведская земля честью ниже этих государств, как будет показано впереди. То есть все ссылки на материалы в описании, но что в этом послании говорит Грозный? Он, во-первых, макает Юхана в его происхождение от обычных мужчин, скажем так. Во-вторых, он не уважает шведскую землю. А чудо, а почему? Оттуда же Рюрик пришел. Разве он этого не знает? Нет, он этого не знает. Он знает, что Рюрик пришел от обычных славянских родов, примерно из Рюгена. Поэтому землю шведскую он опускает ниже плинтуса всех остальных земель. И братом своим называть Цезаря Римского. То есть все то, что мы до этого и показали. И доказали другие честные ученые. Вот и весь секрет. А почему вы этого не знаете? Потому что народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Поэтому сейчас информационная революция. Огромное количество открытых источников. Читайте и занимайтесь самообразованием. Помните, повторение мать учения, но информация никогда с первого раза сразу не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованный материал, как всегда, в описании под видео, плюс интернет вам в помощь. Плюс конечные заставки, где мы читали этих книг на канале масса, и они все показывают настоящую историю, вместо выдуманной немецкой. И просьба не превращаться в четвертую обезьяну нашего времени. Если вы посмотрели видео, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, поделитесь этим видео в социальных сетях, и тогда чего-то хорошего станет больше. На что внимание обращаете, то и увеличивается. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.